И снова здравствуйте. С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. Ну, периодически я забываю включать звук, но я не забываю ставить чат в отдельном окне. Поэтому посмотрите, пожалуйста, у вас чат, где вы можете задавать мне вопросы, а я постараюсь на них подробно отвечать. Ну, как бы так. У нас, конечно, есть сегодня тема уже заложена изначально, я ее анонсировала, но, тем не менее, так как у нас все-таки агентство по недвижимости, онлайн-агентство, и оно открыто, и мы его открываем во вторник либо в четверг, именно в 12 часов, для того, чтобы каждый желающий, те, кто не зарегистрировался на диагностическую сессию, которую я тоже провожу бесплатно совершенно, но это уже для каждого отдельно, тот может прийти в прямой эфир и задать свои вопросы, которые у него есть, касаемо иммиграции, недвижимости и так далее и тому подобное. Значит, сегодня тема у нас следующая: аренда, тактика, стратегия. Тактика и стратегия. То есть откуда взялся такой именно вопрос, именно такая тема. Она взялась из вопроса вчерашнего. Я его анонсировала на Инстаграм, поэтому если вы еще не подписаны на меня в Инстаграм, пожалуйста, подписывайтесь. Итак, сейчас я вам зачитаю вопрос. Вообще, по идее, хорошо было бы подключить его, и чтобы вы его увидели. Но у меня в компьютере нет уже свободных гнезд для того, чтобы вам это показать, хотя... ну да, и прямой эфир. Тогда я вам просто зачитаю. Вопрос на сегодняшнее агентство. Мы сегодня с вами долго не будем, поэтому вопросы, если есть, задавайте. Оксана, привет. Вопрос не по теме. Ты не делала влог об аренде квартиры на долгий срок. И что-то не нашла такого у тебя, имея в виду не покупку квартиры, чтобы потом сдавать ее, а именно чтобы снять квартиру на долгий срок, год или более. Или снять квартиру с октября по июнь, чтобы в тепло в тепло на холодные месяцы. Может, такой вопрос многих интересует. Не у всех есть деньги на покупку, а в тепло в зимние месяцы хочется. Или это не твоя компетенция? Здесь только здесь в данном вопросе два вопроса. Сдача квартиры на долгий срок и сдача квартиры на зимние месяцы, да, то есть это два разных. Привет, Настя! Два разных вопроса. Подтягиваются свои люди. Да, Настюша, наливай кофе, будем кофе пить, ложки пить, по-турецки говорить. Ну, как бы, знаете, такой эпиграф я взяла к сегодняшнему нашему эфиру. Ну что, на зимние квартиры, вот такой вот то есть на зимние, да, два вопроса в комментарии. Один вопрос на зимние квартиры, другой вопрос на долгий срок. Опять же, для того, чтобы расшифровать эти два вопроса, то есть нужно составить план, что я и сделала. Я начала с квартир на зимний период, вот именно на то время, когда действительно люди хотят приехать в Европу, поработать, потому что многие сейчас работают дистанционно. Это я Насте показываю, Настя приготовилась. То есть многие работают дистанционно, и в свое время мы ездили в Азию, то есть это Таиланд, это Бали, и многие сейчас ездят, да, Шри-Ланка, потрясающие места, я сама там была, и сама долгое время, там и 4 месяца жила, и месяц, поэтому, конечно, там великолепно, и интернет там хороший, и можно заняться серфом, но, знаете как, время летит, идет, и, может быть, кому-то захотелось старушку Европу посетить, потому что здесь есть что посмотреть, здесь есть куда сходить. И очень приятно, когда ты в 6 утра встал, как я сегодня. И мне казалось, что до эфира еще 6 часов времени. 6 часов времени. Это практически целый день, и я все успею. На самом деле только-только к 12 вот закончила консультацию и сразу к вам. И, в общем-то, да, я работаю дистанционно, и так как сегодня хорошая погода на улице, я планирую после нашего эфира доделать кое-какие дела и пойти днем погулять с собакой, потому что опять у нас настало тепло, и это так здорово. Ну, давайте об аренде. Где те два берега одной реки, которые на море или на суше никак не встретятся? Почему именно два берега? Смотрите, ребят, у нас с вами два берега реально. С одной стороны, люди, которые купили квартиры в Испании и очень хотят получать с них доход. С другой стороны, у нас люди, которые хотят работать в Европе, в Испании, но никак не могут найти
этих самых квартир, потому что, обращаясь на Airbnb, например, ну куда человек, он же испанский не знает, вот сейчас у нас была консультация, тоже очень сложно работать с испанскими сайтами, причем особенно, когда ты о них ничего не слышал, и очень сложно на испанском что-то переводить, а еще сложнее на испанском с кем-то договариваться об этих квартирах, об этих арендах. Но у нас же есть своя огромная база квартир именно наших соотечественников, которые говорят на русском языке и хотят сдать свои квартиры. Но кто будет этим заниматься, друзья? Смотрите, почему стратегии и тактики? Если мы хотим получать доход с наших квартир, я уже об этом говорила, стратегию нужно менять, потому что Испания, она, знаете, она очень разнообразна. Даже если мы возьмем только юг или там Аликанте, Коста-Браво, Коста-Дорадо, Коста-дель-Соль, совершенно не важно. Давайте возьмем побережье. Я не буду брать сейчас север, страну басков, я не буду брать центральные города Мадрид и Барселону, потому что там своя специфика, там квартиры сдаются всегда. Опять же, вот я сейчас говорю, сдаются всегда, но я знаю прям вот огромный пласт людей, которые ничего не могут сдать. Бешеные бабки вложили и ничего не могут. Потому что кто этим должен заниматься? Стратегия и тактика, да, то есть стратегию мы вырабатываем как владельцы, а уже тактическое исполнение, кто это делает? Опять, кто это будет делать, если не вы сами, кому это больше всего нужно? Конечно, тому, кто эти деньги вложил и который ждет, и тому человеку, который ждет выхлопа с этих денег. Потому что ваш управляющий, я не говорю сейчас опять же про управляющие компании, мы про них уже много говорили, и давайте там эту тему вот в такие рамочки поставим. Управляющие зарабатывают для себя, вы здесь ни при чем. Поэтому мы их не трогаем. Но мы возьмем людей, которые управляют вашей квартирой. Так, одну минуточку, нам кто-то звонит. Вдруг это вопрос. Алло. Ирина, здравствуйте. Да, я помню, Ирочка, сейчас не могу, у меня сейчас прямой эфир, мы прям с вами в прямом эфире сейчас. Поэтому я сейчас закончу, а потом я вас не ставлю на громкую, потому что у нас другой вопрос сегодня. Ну, я вам наберу, да, дам знать, когда. Сегодня, да. Мгм. Хорошо, что не поставила на громкую связь. То есть есть тоже вопрос такой, друзья мои, караульный, вообще ну, вопрос прям с судом, и люди делят квартиру, это вообще какой-то кошмар. Вот купили и делят теперь, вот проблема, вот даже сбили меня. Итак, вернемся к нашим баранам. План я себе написала. Так вот, смотрите, кто этим будет заниматься, да, если это управляющему убрали, мы берем человека, которому вы отдали ключи, и он ваш хороший знакомый или там, ну, человек, которому вы доверяете. Но знает ли он об этих тактиках? Знает ли он об этих стратегиях? Подготовленный ли он человек? Одно дело, когда ты в сезон, да, когда идет большой спрос, одно дело, когда к тебе обращаются, ты получаешь заявки. Другое дело вовремя тактику поменять, стратегию поменять. То есть, знаете, это как с машиной поменять зимнюю резину на летнюю или наоборот, с летней на зимнюю. То есть она летом шла, хорошо работала, наступает время, когда нужно переобуть машину. То же самое с квартирами. То есть мы ее сдавали летом, все было хорошо. Какая специфика сдачи на зимний период? Она немножко другая. То есть здесь посуточная аренда, она работает совершенно по-другому. Если мы возьмем в классическом виде, вот мы оставили нашу квартиру на Airbnb, поставили, может быть, сбавили чуть-чуть цены, может быть, даже дали скидки, кстати, я это как руководство к действию себе написала, поставили определенные скидки, если вы, допустим, снимете мою квартиру на месяц, то вы получите вот такую, мы же тоже считаем примерно, да, то есть сколько мы в месяц хотим с этой квартиры заработать, не забывая учитывать, что будем ли мы коммунальные платежи брать с людей, которые к нам заедут, потому что, смотрите, через Airbnb, ну или там Booking.com, допустим, так, через официальные сайты, когда квартиры сдаются, то есть там есть определенная цена, человек приезжает, он готов ее заплатить, и он совершенно не готов к тому, что у него еще какие-то будут дополнительные опшенсы, если вы их ему не озвучили, правильно? Поэтому как бы здесь две стратегии. С одной стороны, забить все в сумму, ну, там, поставить 30 евро, например, в сутки, при том, что она у вас в сезон за 70 сдавалась. Ну, например, я сейчас математически это не рассчитываю. Но учтите, пожалуйста, вот коммунальные платежи пойдут с вас,
Или когда человек въедет, и вы попытаетесь ему еще что-то набросить, это вызовет негатив, то есть это будет неприятно. Ну, мы же сами путешественники, мы можем себя поставить на одну или вторую сторону. Так вот, человек, которому вы отдали ключи, поверьте, он так относиться к этому не будет. Но опять же, при условии, что вы ему там не платите достаточно хорошо или не говорите, что вот сдашь на зиму, получишь вот такой-то бонус. И это тоже ваша стратегия. Вы тоже должны продумать, как заинтересовать человека, который вот управляет вашей квартирой. Я очень часто беру резкий тон к тому, что там где-то непрофессионалы работают, где-то люди не соображают. Люди имеют право не знать. Мы с вами, люди, которые вложили деньги, мы не имеем права не просчитывать. Правда, Настюш? То есть если мы открываем свой бизнес, если мы снимаем себе помещение, да, это я сейчас с Настей разговариваю, потому что она вот здесь меня слушает, реагирует на меня. То есть мы с вами, наши клиенты могут многих вещей не подозревать, не знать о них, но мы-то не можем, правда? Так, а Настя пишет, что виснет. Так, друзья мои, у вас виснет, у меня вроде все хорошо, и, по-моему, даже, ну-ка, качество нет. Качество отлично. Настен, это у тебя виснет. Перегрузись, перегрузи картинку, ну, как бы страничку. Вот, так вопрос к тому, что в какой момент вы эту резину меняете и каким образом вы это делаете. То есть для того, чтобы это все подробно просчитать, потому что у каждого своя квартира, естественно, вы знаете, куда обратиться. Обратитесь ко мне в крайнем случае на бесплатную стратегическую сессию, да, мы с вами этот вопрос разберем, если он у вас только в этом. Если вы еще не приобрели квартиру и еще не понимаете, как с этим работать, то добро пожаловать уже на курс, но это уже вопрос второй. Итак, переобуть вовремя машину и дать правильное распоряжение человеку, который этой машиной управляет на данный момент, да, своему водителю, это совершенно ваша задача. И работать она будет по-разному, ну, то есть в зависимости от того, как вы это сделали. Так. Так. Давайте возьмем вторую сторону. То есть понятно, что с владельцами квартир, да, здесь сделай резюме. Подразумируем, все починилось. Подводим резюме. Вы владелец бизнеса, и вам решать, какую тактику и стратегию выбрать. Теперь давайте перейдем на вторую сторону. Мы с вами туристы, вы туристы, и вы хотите приехать в Испанию на какое-то время, но не платить посуточно, потому что это достаточно дорого. Плюс еще возьмите сюда, да, допустим, если вы снимаете через официальный сайт, потому что не говорите на испанском языке и испанскими сайтами пользоваться не можете, вам придется заплатить комиссионные вот этому же сайту, либо там агентству, если вы используете агентство. То есть как вам выйти на хозяина? Я уже об этом говорила в каком-то видео, честно говоря, немножко подзабыла, то ли пост писала, то ли видео снимала, простите меня, я повторюсь. То есть если вы хотите приехать в Европу и хотите найти такую квартиру, первое, конечно, Airbnb, самое простое, или Booking.com, но на Airbnb нельзя написать свой телефон для того, чтобы связаться и обговорить условия. То есть данные хозяина появятся только в том случае, то есть обойти Airbnb можно напрямую, если вы напишете свой номер телефона буквами, да, то есть прям вот так вот выходит на меня. Я, в свою очередь, если мне идет заявка, можем ли мы вашу квартиру снять на долгий срок, я пишу, позвоните мне, найдите меня в социальных сетях, потому что мое имя и фамилия, она на всех сайтах одинаковая. И если вы меня введете в любом поисковике, в Google или в Яндекс, Оксана Майкова, вы увидите все мои координаты, и у вас будет возможность на меня выйти, чем прекрасно пользуются мои клиенты из любых стран мира. То есть это и французы, и арабы, и англичане. То есть я пишу, найдите меня в социальных сетях, они меня достаточно быстро находят вместе с моими данными. Поэтому если вы человек деловой, у вас есть визитка в интернете, то проблем не будет, это такой небольшой лайфхак. И если вы хотите, чтобы с вами связались, тоже также наберите хозяину, что найди меня в социальных сетях, меня зовут таким, так-то, так-то. Опять же, почему, это уже немножко другая тема, почему мы используем в никах не ники, а имена. То есть потому что, ну, как говорится, нам нечего скрывать, и если вы ведете бизнес открыто, то он у вас под вашим именем, как правило. И поэтому же вы сейчас здесь смотрите меня, потому что легче познакомиться с человеком до того момента, как ты начнешь ему платить, ну, примешь его на работу, скажем так, или предложишь ему сотрудничество, партнерство и так далее. Итак, можно написать
на Airbnb, как-то выйти через Airbnb. Но еще более простой способ – это зайти в социальные сети. В социальных сетях в любом регионе, допустим, собираетесь вы поехать в Аликанте, напишите девочки или мальчики, или русские в Аликанте, вы обязательно найдете. В Торревьехе тоже полно групп, ну, Facebook этим очень сильно прям изобилует. На Коста-дель-Соль группы, на Коста-дель-Соль, Коста-Браво. Как правило, это одни и те же админы, да, то есть это люди, которые держат группу групп, группу групп, и либо дублируют контент, либо как-то его по целевой аудитории распределяют. Так вот, поэтому вы в социальных сетях спокойно это найдете. Можно, конечно, приехать, снять квартиру на несколько дней в определенном регионе, приехать и пойти в русский магазин. Я тоже об этом уже говорила, и я думаю, что все-таки в видеоформате, поэтому, скорее всего, вы об этом знаете. В русских магазинах всегда есть какие-то объявления, русские продавщицы, они знают фактически всех про все. Поэтому вы тоже можете к ним туда обратиться, да, и найти себе квартиру вполне. Но меня, естественно, волнуют больше всего владельцы недвижимости, да, наши самые уязвимые, самый уязвимый контингент – это люди, которые уже вложились и хотят зарабатывать. Друзья мои, зарабатываем мы, конечно, сами. И вот это возьмите себе на заметку, что о своей квартире нужно позаботиться самому, да, то есть не о своей квартире даже, ну, они в том числе, но и о той стратегии, которую вы принимаете. Обязательно меняйте стратегию с летней на зимний и с зимней на летний. Опять же, если мы говорим профессиональным языком, целевая аудитория. Кто те люди, которые приезжают к вам летом, и как она может поменяться, эта целевая аудитория. Целевая аудитория – это те люди, которые готовы платить, ну, в оригинале те, которые платят за ваш продукт, за ваше предложение, вот это целевая, то есть цельная, те люди, которые используют ваш продукт. Так вот, кто эти люди? Кто те люди? Допустим, у вас недорогая квартира, ну, недорогая, и вы недорого ее сдаете летом, ну, относительно, да, естественно, на долгий срок, я имею в виду сейчас только зимний период, она, конечно, у вас упадет в цене, да, относительно суток. Но сколько вы готовы, да, где та грань безубыточности для вас, то есть что вы должны просчитать, и потом уже понять, кто те люди, которые готовы будут за это платить. Потому что одно дело мы для туристов сдаем, туристы, отдых, мы всегда больше за это платим. И совсем другой вопрос, если это люди, которые приехали там поработать или просто провести время, и как избавить себя от окупасов, чтобы, не дай бог, подешевле сдал, а потом попал. Потом надо просчитать депозиты, которые вам люди заплатят, и выйдут ли они к сезону, не будет ли у вас проблем. Об этом, обо всем тоже нужно думать. Но человеческий фактор решает все. Как говорится, бояться волков – это никогда ничего не сдать. Рисковать лишний раз тоже не стоит. Нужно подойти ко всему рационально. Да? То есть это возможно. Главное действовать, да, то есть не ждать, что кто-то где-то кому-то, а именно самому предлагать свою квартиру. То есть вы не ошибетесь, если вы правильно выйдете на тот рынок, который действительно нужен, который действительно вам будет платить и с которым вы не будете иметь проблем. Самые большие проблемы возникают тогда, когда мы к этим вопросам относимся спустя рукава, когда мы не знаем, кто эти люди, когда мы рассчитываем на всех, следовательно, не на кого. Поэтому у нас на квартиры зимой простаивают, и с радостью те, кто собирается инвестировать в Испанию, говорят: ну у вас же только квартиры на короткий сезон работают, вот в Аликанте они работают круглый год. Люди с Аликанте говорят: вот стоит квартира, вот сдается она кое-как, еле-еле, в летний период, ну и так далее. Я не говорю конкретно сейчас ни о том, ни о другом, я говорю о нас, потому что все мы решаем. Мы, люди, сами все решаем. Вот, поэтому, друзья, есть инструмент, копайте на здоровье, пусть он вам приносит максимальную отдачу. Будьте очень внимательны. Если какие-то вопросы у вас есть, и вы хотите посоветоваться, назначьте время, посоветуемся, все разберем. Нужна будет дополнительная подготовка, будет и дополнительная подготовка. Я предложу вам, как это проработать профессионально. Не бойтесь, я не кусаюсь и с удовольствием иду на контакт. Другое дело, что у меня не так много времени. То есть другое дело, что нужно записаться сначала. Я вам дала ссылочку внизу под видео. То есть вам нужно просто записаться, чтобы мы с вами время обговорили удобное. То есть это единственный
как говорится, единственное препятствие между нашей с вами встречей. А так все достаточно хорошо. У меня начался 11 числа второй курс, вот как раз по аренде. Если кому нужно, можете присоединяться. То есть это вообще не вопрос никакой, не проблема. Буду вам рада. Вот, а сейчас видели. Спасибо вам большое за комментарии под прошлым видео. Тема по иммиграции очень хорошо зашла, я так очень рада. Неожиданно. И вообще вы большие у меня молодцы, правда. Я знаю, что я чувствую вашу поддержку. Я с большой радостью смотрю аналитику канала. То есть я вижу вообще ваши лайки. Кто-то один ставит, правда, дизлайк, но ему тоже спасибо. Дизлайки, лайки идут одинаково хорошо. И большое, опять же, да, я отвечаю на ваши вопросы, потому что вы их задаете. Да, вот последний, наконец. Я сказала или нет, простите, меня просто выбил этот звонок телефонный с этой квартирой. Если вы сдаете квартиру больше, чем на 3 месяца, ваша аренда не считается краткосрочной. То есть вам нужно будет обязательно, естественно, сделать контракт, обязательно. Вам нужно обязательно будет, если вы рассчитываетесь наличными с вашими клиентами, вам нужно будет выписывать им ресибы. Это как той стороне, так и другой. Это нужно будет сделать обязательно. Но да, и депозиты, да, говорила я об этом. И тоже не забудьте взять депозиты для того, чтобы вовремя успеть среагировать. Если у вас не платят люди месяц, да, допустим, или задерживают платеж, у вас было время их оттуда выселить. Это тоже так. И с другой стороны, если вы платите эти депозиты и въезжаете в эту квартиру, если вы используете услуги, опять же, оговорите, при каких условиях вам эти депозиты возвращаются и когда. Я, кстати, здесь недавно читала в идеалистах в испанские комментарии, и они писали, что по закону, то есть тебе депозит должны вернуть в 30 дней после твоего выезда. На самом деле это не так, то есть, как говорят, компетентные органы возразили против того комментария, вам должны вернуть депозит в момент передачи ключей. То есть не должно получиться таким образом. Я сейчас говорю, знаете, не для, когда вы на одном языке с людьми разговариваете, можете с ними договориться, а я сейчас говорю, что если вдруг вы сняли квартиру у испанцев, например, и они вам говорят, что вы сейчас выезжаете, а мы вам через 30 дней или там в течение 30 дней депозит вернем. То есть это вот самый прямой способ этот депозит не вернуть. Да? То есть, значит, вам что-то... Да, ключи отдай сегодня, депозит тебе отдам завтра. Кстати, немножко перепрыгнула, но скажу по своей практике, я же очень много в свое время снимала здесь квартир, прям, очень много, и нам никогда не возвращали депозиты. В последний раз, вот я когда жила уже на Тенерифе, у меня уже была здесь своя квартира, но мы работали на Тенерифе, и парень у меня взял аж 3 депозита. 3 депозита! Но мы с ним были очень похожи, то есть даже потому, как он говорил, потому, как он со мной общался, потому, как он делал мне контракт, я понимала, что вот он прям отражение меня, и он единственный, кто вернул мне депозит, прям вот тютелька в тютельку. Плюс еще у него не было в квартире интернета, он мне еще и интернет-опшенс, опционально провел. И я снимала у него квартиру, потому что мы работали по полгода, но в том случае мы где-то жили там 8 месяцев, по-моему, работали, 8 или 10. Сейчас не вспомню уже, но это был единственный раз, когда мне вернули депозит. Поэтому если вы приезжаете в страну поработать на 3 месяца, самый простой способ избежать депозитов – это заплатить вперед, кстати. То есть если вы заплатили за 3 месяца вперед, то ни о каких депозитах разговор не пойдет, хотя... Наверное, 1. Нет, 3 не стоит оплачивать, да, наверное, так. А 1, наверное, с вас все равно возьмут, если вы там не заплатите за свет, за воду или как-то. Но если у вас в эту цену все включено, и вы оплатили вперед, тогда хозяину, в принципе, беспокоиться не о чем, только о том, чтобы вы вовремя съехали. Но раз вы уже оставляете депозит, я бы этот депозит прожила. Просто договорилась с хозяином, сказала ему, знаешь что, то есть вот, наверное, мы так проживем. Короче, друзья мои, знать бы, где упасть, соломки постелил бы, да? Когда мы что-то ищем и вдруг находим вариант, который нам подходит, это не так просто на самом деле, ни для одной, ни для второй стороны. Очень большой соблазн все-таки вот прям вот довериться и войти в эту воду. Конечно, очень большой, по себе знаю, то есть сама не раз этим пользовалась. Надо смотреть на людей. Надо смотреть на людей, и, как правило, если вы с людьми, прежде чем
То есть нужно поговорить, нужно рассказать о себе, нужно понять, что это за люди. Я не говорю, что это стопроцентная гарантия, но во всяком случае у вас будет контакт, в котором ваша ошибка, ну, меньше, чем если вот вы это делаете, не видя человека, да, не видя человеческий фактор, не понимая, как вести переговоры, как договариваться и как переворачивать ситуацию в свою сторону. Ну вот об этом я сегодня хотела сказать. Я думаю, не стоит дальше задерживаться. Я думаю, что информация была полезна. Если она была полезна, оставьте комментарии. Формат наших встреч вот именно такой, то есть я встречаюсь с вами раз в неделю для того, чтобы успевать отвечать на ваши вопросы, чтобы не затягивать и не накапливать, то есть для того, чтобы быстро реагировать на то, что вы хотите узнать. Поэтому вот это формат да, не киношного видео, скажем так, который я монтирую, пытаюсь донести какую-то более глубокую информацию. Здесь у нас с вами агентство для того, чтобы вы не брали билет, не бегали по 30 агентствам и не рассказывали каждому свою историю заново. То есть у вас есть я, вы можете ко мне прийти раз в неделю, все вопросы задать, либо опять еще раз скажу, да, подпишитесь на диагностическую сессию, и мы с вами ваш вопрос решим. Ну вот так. Я думаю, что на сегодня все. Спасибо огромное, Настя, тебе за то, что ты меня поддерживаешь, потому что я знаю, что провожу днем, и немного народу меня смотрит в прямом эфире. Но большое вам огромное спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, любая информация, даже если она повторена еще раз, лишним не будет. В конце концов, почему нет? Нам было приятно. Я надеюсь, кофе ты успела выпить. Все, люблю, целую вас. Увидимся в следующем видео. А следующее видео у нас будет об эмиграции. Опять же, я сейчас прям готовлю материал. Буду сегодня записывать. Спасибо вам. Все, пока-пока.